Мария Горбань – российская актриса, сделавшая успешную карьеру в театре и кино. Она полюбилась зрителям за яркую красоту, сияющую улыбку и несомненный актерский талант. Мария часто появляется в разноплановых ролях в кино, сериалах и рекламе. С детства она мечтала быть клоунессой, и, безусловно, ироничные образы – это ее. В одном из них Марию знает и любит вся страна – роль очень красивой экранной жены Дмитрия Нагиева. Эти рекламные ролики Россия смотрит как сериал. Но как складывается реальная личная жизнь актрисы? Кто ее муж в реальной жизни? И есть ли у актрисы дети? Об этом и многом другом мы решили рассказать вам. Маша родилась 26 декабря 1986 года в Ярославле в семье режиссера и актера драматического театра Александра Горбань и актрисы ТЮЗа Ларисы Зебровой. Когда девочке исполнилось 6, семья перебралась в Москву. Родители быстро устроились в театры, и Маша росла за кулисами. Маша хорошо помнит, как совсем малышкой сидит за кулисами во время репетиции и медленно сосредоточенно чистит яйцо. Кроме театра, Маша обожала и цирк. В разных интервью она не раз расскажет, как любит клоунов. «Я хотела быть клоунессой, играть совершенно другие роли, не завязанные на внешность. Красивое платье надеть, ходить по сцене и в кадре может каждый», — скажет Горбань. Но еще будучи школьницей, она попробовала себя на театральных подмостках и понеслось. В одном из папиных спектаклей в «Сатириконе» заболела актриса, и он попросил Машу ее заменить. На киносъемки она тоже попала случайно. Пришла с братом в павильон, где снимался один из первых российских подростковых сериалов «Простые истины», просто поглазеть, а ее позвали в кадр. Актриса поступила в ГИТИС, покорив экзаменационную комиссию комедийной харизмой. Горбань больше интересовали характерные роли. Драматические героини казались актрисе скучными и пресными. Девушка хотела ярких действий, всплеска энергии. Большая часть работ Горбань – сериалы, среди которых немало успешных проектов. Мария сумела блеснуть яркими ролями в популярных у зрителей сериалах «Я лечу», «Кухня», «Отель Элеон» и «Игра». Обладая модельной внешностью, Мария часто делает откровенные фотосессии для мужских журналов. Фото в стиле ню Горбань не считает непристойными. Красота – страшная сила. Демонстрировать свое тело Маша умеет. Отношения актрисы с молодыми людьми одно время не складывались. Сравнивая всех ухажеров с собственным любимым отцом, Маша понимала, что все они здорово ему проигрывают. До первого официального брака красавица прожила около 2 лет в гражданском союзе с известным футболистом из Словакии Яном Дюрицей. Ян играл в «Локомотиве». Молодые люди встретились на публичном мероприятии. Чувство оказалось недолгим. В 2011 году пара рассталась. До бракосочетания дело так и не дошло. Актерская карьера Горбань развивалась успешно. Девушка много снималась, часто ездила по работе в Киев. Здесь Маша встретила Олега Филатова. Роман молодых людей можно назвать служебным. Они встретились в съемочном павильоне, затем продолжили знакомство на дружеской вечеринке. Роман развивался стремительно. Мария была влюблена и счастлива. В этот раз Горбань решилась на официальный брак. Свадьба прошла в Киеве в 2013 году. Не обошлось без казуса. Церемония велась на украинском языке, и невеста не поняла, что ведущая спрашивает ее согласие. Филатову пришлось подтолкнуть Машу, чтобы она сказала заветное «да». В 2014 году у супругов родилась дочь Стефания. Жизнь Марии стала еще сложнее. На поездки в Киев времени решительно не хватало. Растить девочку помогала бабушка, мать Маши. Актриса быстро вышла на работу, чтобы не потерять важные проекты и поклонников. Жизнь молодых супругов проходила в постоянных разлуках. Олег продолжил работу в Киеве. Марии приходилось постоянно летать в украинскую столицу, чтобы побыть с мужем. Бросать карьеру в Москве Горбань не хотела. Продолжаться долго такая совместная жизнь не могла. Олег с Машей виделись редко, каждый держался за свою карьеру больше, чем за брак. Решение о разводе Горбань приняла сама, просто согласовав его с Олегом. После развода Стефания осталась с Машей, видеться с отцом она нечасто. В семье девочку зовут Фанни, это бойкий, живой и очень свободолюбивый ребенок. Горбань хочет, чтобы дочь занялась спортом, а пока Фаня с удовольствием посещает танцевальную студию. После развода Мария недолго оставалась одна. В 2016 году стало известно о новом возлюбленном актрисы – Кирилле Зоткине. Новый роман Горбань тоже оказался служебным. Актриса вновь выбрала в возлюбленные коллегу по цеху. Кирилл работает оператором. Кирилл Зоткин хоть и не знаком широкой публике, он хорошо известен в российском кинематографе. Его по праву считают талантливым оператором. Учитывая, что в профессии он 12-й год, послужной список, около 30 фильмов и сериалов, можно считать достойным. Встреча с Зоткиным произошла на съемках.
По рассказу Марии, я снималась, он снимал. Глаза встретились. Молодые люди сразу понравились друг другу. Появилось желание быть вместе, разговаривать обо всем, смеяться. В 2016 году они сообщили о заключении брака. Супруги производят впечатление людей счастливых и довольных жизнью. Кирилл отлично ладит со Стефанией, много времени проводит с девочкой. Филатов в Москве не появляется, поэтому новый супруг Горбань заменил Фане отца. Родственные профессии делают Кирилла и Машу ближе. Советы оператора идут на пользу актрисе. Основную профессию Кирилл совмещает с бизнесом, в который его привело собственное увлечение. Муж Марии обожает серфинг. Он не только сам активно занимается, при первой же возможности улетая к океану, но и обучает этому других. На Шри-Ланке у него есть своя школа для серфингистов, поэтому семья каждый год посещает красивый остров. В августе 2021 года актриса стала матерью во второй раз. Долгожданного наследника она родила в частной клинике Майами. Имя сына родители не стали держать в секрете. Мальчика назвали Ниланом. Беременность и роды сильно сказались на фигуре актрисы. По ее признанию, она поправилась на 16 килограмм. Однако звезда надеялась, что быстро вернется в форму, чтобы продолжать радовать поклонников новыми ролями. Так и случилось. Через 3 недели после рождения сына у Марии не осталось и следа от лишнего веса. После появления на свет сына, семья Марии решила сменить место жительства и купила новый загородный дом. Ранее они жили в двухуровневых апартаментах в Москве. Дом имеет четкие геометрические формы, а потому все комнаты просторные и вместительные. Много больших окон. На первом этаже окна в пол. Днем нет недостатка естественного света, и виды на придомовую территорию открываются красивые. Почти весь этаж занимает гостиная, гармонично объединенная с кухонной зоной. Здесь нет ничего лишнего, но есть все необходимое для отдыха. Огромный диван. По словам Марии, его делали на заказ по ее задумке. Необычный журнальный столик, обеденная зона и, конечно, камин. Камин не в привычном варианте и с интерьером в целом сочетается на ура. Мария активно участвовала в выборе мебели и материалов, а Кирилл в стройке и сборке. На втором этаже расположились спальни. Здесь тоже все сдержанно и стильно, тона нежные и спокойные. Отдельного внимания заслуживает минималистическая по своему стилю ванная комната, ломающая привычные стереотипы. Это одно из любимых мест Марии в доме. В последнее время Марии часто приходится отвечать на вопросы об изменении внешности. Поклонники не узнают свою любимицу и говорят, что изменения связаны с пластическими операциями. Горбань утверждает, что изменения связаны с возрастом, потерей веса и целенаправленной работой над собственным образом. В одном из интервью она даже пошутила, что знакомый пластический хирург, с которым они дружат семьями, начитается интернета, в котором рассказывает о якобы сделанной пластике, и обижается, что она меняла внешность не у него. Рассказывая о преображении, она всегда упоминает генетику и не только. Хорошая фигура и кожа – это труд. Мария много лет не ест мясо, отказывается от перекусов и предпочитает быть голодной, если прямо сейчас ничего, кроме мучного, под рукой нет. Кроме того, актриса обожает серфинг и танцы. Ритм жизни Маши совсем не предполагает сидения без дела. Новые рекламные ролики с Нагиевым и Марией регулярно появляются на телеканалах. Зрители упорно пытаются обнаружить любовную связь актеров. На улице называют актрису женой Нагиева. Но оба неизменно смеются и развеивают подозрения публики.